Все, что я знал об Индонезии до моего путешествия, это то, что здесь извергаются вулканы, и то, что она очень далеко от дома. Честно признаться, я совершенно не был готов к тому, что она мне подарит. Люди, новые знакомства, природа, культурное наследие, мечты. Моей целью будет показать вам все то, что готова безвозмездно отдать вам эта необыкновенная страна. Летел я из Санкт-Петербурга через Стамбул в Джакарту, из Джакарты в Джакарту, из Джакарты на остров Ломбок, остров Транган и на остров Бали. Да, в жизни, конечно, это было не так быстро, как у вас на экранах. Остановился я специально в месте, которое находится рядом с храмовым комплексом Барабудур. Спать мне осталось где-то часа 3-4. Думаю, нет смысла затягивать. Да, так оно лучше. Ква, путешественники, мы на Яве. Культурная столица Индонезии. Конкретно здесь у меня, совсем немного времени, и все, что я успею вам показать, это две местные достопримечательности, которые, на мой взгляд, должен посмотреть каждый, побывавший здесь. Это Барабудур и Прамбанан. Все, что мне остается только сказать, погнали! В общем, не знаю, слышно вам или нет, но если слышно, то, как вы могли догадаться, проснулся я не по будильнику, просто молитва. Я сейчас говорю шепотом, но, скорее всего, проснулся не я один. Тут еще петух кукарекает. Короче, полный комплект. Ехать до нашего первого пункта назначения около часа, и вход стоит в районе $20. Но не торопитесь прятать свои кошельки, потому что в эту сумму также входит и завтрак. После оплаты, пройдя в кромешной темноте, вы дойдете до храма. Сейчас, правда, нифига не видно. Так уже, конечно, получше. Вот, собственно, свет начинается. Сейчас я подойду туда поближе. Все засниму. Сотни лет Барабудур лежал под вулканическим пеплом и заросшими джунглями. Как этот уникальный монумент оказался забытым и оставленным, пока остается загадкой. Существует гипотеза, что Барабудур был построен в форме Будды на цветке лотоса, и по этой причине, вероятно, комплекс должен был находиться на озере. До сих пор Барабудур является местом паломничества и молитв.
Туристы со всего света каждое утро встречают здесь рассвет. И, пожалуй, после всего этого легко согласиться с тем, что это место обладает своей особой магией. Рассвет прошел, завтрак съеден, но мне пора двигаться дальше. Ехать из центра совсем недалеко, так что даже если у вас немного времени в Джакьякарте, так же как у меня, это место обязательно для посещения. Наиболее вероятно, что храм существовал еще в X веке, а в 20 веке он был практически построен заново. Камни рядом — это то, что он представлял из себя до реставрации. Храм Банан — это комплекс храмов. Вообще их около 224. Так что следует выделить немного больше времени, если вы хотите посмотреть все. Кстати, в этом вам готово помочь местное такси. Играющая повсюду музыка дарит тебе чувство спокойствия и добавляет гармонии местной культуре с природой. Не знаю, лично я тащился со всего этого. Ладно, я здесь больше не могу задерживаться. Нас ждет следующий самолет. И следующий остров. Coming from Russia to Indonesia, Yeah. it's good. Каюсь, с точки зрения местной фауны, Ломбок я не раскрыл. Но поверьте, здесь есть на что посмотреть. Этот остров в туристическом плане еще только развивается. Поэтому до многих местных достопримечательностей здесь добираться очень долго. Чтобы добраться до местного вулкана поближе, я так понимаю, нужно около 2 дней. Зато на Ломбоке я нашел то, что я больше всего люблю в путешествиях. Я, конечно же, говорю о людях. Здесь общения вам хватит, наверное, на год вперед. Я постараюсь в полной мере передать вам те эмоции, которые мне посчастливилось испытать всего за 2 дня на этом острове. Поверьте мне, здесь есть на что посмотреть. Итак, быстрый разбор полетов. Я не спал уже нормально дня 2 с этими перелетами, но пока еще держусь. Сегодня будет первая адекватная ночь, не сидя. Наконец-то. Остров Ломбок оставляет пока что еще очень хорошее впечатление. Пусть там самолет задержали, и вот как, например, момент долго не выпускали из самолета. Довольно долго мы сидели. И тут девушка-стюардесса сказала, что сегодня все пассажиры будут выпущены или она будет драться. Ну, я такого еще не слышал реально в самолетах, и это было очень забавно. Ломбок менее развит туристически, чем его сосед Бали, но тем не менее и здесь можно найти места скопления туристов. Одно такое место, в которое мы с вами направимся, это Кута.
Кута — это рай для серфинга, да и вообще Ломбок в целом. Только рай еще не обжитый и дикий. Так что, если вам это нравится, или вы когда-то хотели научиться серфингу, то смело дуйте сюда. Здесь вы точно найдете компанию себе по душе. Следующее, что бы мне хотелось вам показать, это не совсем какое-то конкретное место, а скорее счастливое стечение обстоятельств. Так, сейчас я объясню, что произошло. Бывает, в поездках, совершенно случайно, не планируя, ты можешь попасть на какой-то местный праздник. В данном случае я не могу конкретно сказать, что это за праздник. Давайте назовем его нашим 1 сентября. Длина колонны из вот таких вот мелких километр точно, а может даже и больше. И все они одеты в традиционные костюмы. Привет! Вся колонна состоит из маленьких подгрупп. В некоторых из них даже есть свое собственное представление. В общем, это было просто офигенно. И такие вещи, они же реально, они не планируются. Это абсолютно случайность. Была пробка, и я даже не думал, что после нее будет такое шествие. Ведь это даже не все показал. Там ребят было, я так понимаю, школьников около километра длиной колонна. Ведь у нас такое, по сути, нет. У нас школьники просто, ну, вот там, 1 класс, ну и вообще, в принципе, в любой класс, одеваются в костюмы, там, все одинаково одеты, и это не традиционная одежда, это как бы просто школьная одежда. Так много где в мире одеваются. Кстати, ламбок с индонезийского переводится как перец. И его здесь просто обожают. Его блендерят вместе с томатами и используют как соус. Hello, my name is Riza. I am from Indonesia. My school in SMA 3 Mataram in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Can you scroll for my friend? Hello. My name is Ferdi Sepriansa. My school in Senior High School 3 Mataram. I'm from Indonesia. And my name is Bayu. I'm from in Mataram. I live in Pagutan City. I'm from SMA Negeri 3 Mataram. 3 Mataram. Nice to meet you. Помимо ремесленного дела, на Ломбоке также можно посмотреть и на местный храм. Конкретно этот считается одним из самых больших на Ломбоке и также включает в себя множество разных религий. Повязали мне пояс. Full respect. И если вы любите во время путешествий полностью отдаваться местной культуре, то вообще в Индонезии в целом храмы — это просто обязательное место для посещения.
Вот и подходит к концу моего путешествия на Ламбоке, и напоследок мне хотелось бы показать вам еще кое-что. Есть еще одна вещь, которую я обожаю в путешествиях, помимо людей и внезапных праздников. И как ни странно, на Ламбоке я это нашел. Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy on me. Yes, baby. Well, I'm standing next to lonely. I'm sitting down in some mind. Well, the business of making island must rise up inside. Cause I'm a voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Thank you, Dave. Наш следующий пункт назначения, в котором мы с вами побываем, наверное, самое популярное среди туристов место на Ламбоке. Под местом я подразумеваю 3 маленьких острова. Траванган, Мено и Эя. Добраться до них очень легко. Лодка стоит не больше $1. Snorkeling trip, Three Island. Траванган является самым востребованным. Он самый большой, самый удобный в плане проживания, а самое главное, чем славится Траванган, это его тусовками. На самом деле основной движ на острове проходит всего в 200 метрах вдоль берега. И вот, на мой взгляд, в этом и заключается сама прелесть Травангана. Надоели тебе тусовки? Идешь на пляж. Надоел пляж? Идешь вглубь острова. Здесь все в этом плане очень гармонично. I've got peace deep in my soul. I've got love making me whole. Since you've opened up your heart and shine on me. I've got peace deep in my soul. I've got love making me whole. Since you've opened up your heart and shine on me. Итак, самый распространенный транспорт здесь это велосипед. Я собираюсь проехать весь остров, посмотреть что-нибудь тут интересное, забраться на холм и, может, поснимать что-нибудь. Байк можно арендовать практически в любой части острова. Их тут очень много. Прям как котов. Котофеичи здесь безоговорочно победили в войне за право считаться лучшим другом человека. Этот вот вообще офигел.
Вернемся к поездке. Хозяин гестхауса, в котором я остановился, посоветовал мне забраться на местный холм. Он сказал, что с него открываются прекрасные виды. Так что мой незамысловатый маршрут обзавелся еще одной извилиной. Я просто не мог туда не отправиться и не показать вам все великолепие этого острова. If only we were young enough to feel alive. Wishing time would drift so slowly. In and out of loving you, my thoughts are tangled up inside. I know I told myself to take a hold. Never let you go so long, cause I could be the one to fold. So here I'm hanging on, and something might be wrong. I am gonna need you to tell me, baby, we are done. 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 Чтобы подняться на холм, необходимо оставить свой байк возле ступенек. Немного терпения, и мы наверху. Got this feeling deep inside. Я ожидал большего, если честно. Есть, конечно, такая штука, но вряд ли я на нее заберусь. Представляю, как обидно людям, которые сюда добираются, и в итоге, можно сказать, зря. Хорошо, что для нас это не проблема. Somehow we lost our way. I don't know how we did it. We went so off course, and now you hide to numb your pain. Does this mean that we're over? Gotta let me know. Yeah, the ball is rolling past the two of us, but your feet ain't moving. Are you cool with us? And I'm caught in your mind, but it's like you've had enough. I wish you just tell me to go. Lay it on me, lay it on me. I'm saying we're cut in stone, you know we might not make it. Lay it on me, lay it on me. I'm saying this love is holding us, but are we gonna make it? Важно добавить, что на Травангане довольно распространены брачные мероприятия. И на мой взгляд, он действительно очень подходит для этого. Помимо Травангана мне еще удалось побывать на Эйре, но виды там примерно такие же, так что я пока просто оставлю его на фоне. Мое время здесь подходит к концу, я отправляюсь на остров Бали. Материала там я собрал довольно много, и в связи с этим решил оставить Бали на следующий раз. Я благодарен всем, кто посмотрел это видео, и надеюсь, что вы остались довольны потраченным временем. Индонезия очень интересная страна, и я желаю каждому хотя бы раз побывать здесь.